Всем привет на мелом. В общем, мелок север я откладываю в сторонку. И это у нас Туркестан сливки. Сейчас покажу вам явную разницу между моей первой поставкой. То есть по маркости он довольно маркий такой. Идет насыщенный. Если вот сравнивать с Туркестаном белым, коричневым, да, он более такой темный прям. Не настолько, как, допустим, серый, но тем не менее. И вот это, допустим, поставка уже нового Туркестана. И, ну, на фото вам не сильно видно, хотя вот я вижу, что заметно, да? Этот прям намного темнее, он намного коричневее, хотя одна поставка. Ну, один сорт глины, но разная поставка. То есть видите, насколько даже глины, допустим, отличаются, хотя обе очень хорошо просушенные. Поэтому пересорту, я думаю, в мелу или в глинах удивляться особо не стоит. Дальше поехали. Он идет прям точно такой же, как Туркестан плитки. То есть для меня Туркестан сливки и плитки это абсолютно два одинаковых сорта. Вы там смотрите сами, возможно, для кого-то есть отличия, но опять же, даже поставками можно сказать, что, допустим, Туркестан сливки старой поставки, Туркестан сливки новой поставки очень сильно различаются, да? Ну, конечно, это разные поставки, поэтому неудивительно, если вы возьмете, допустим, Туркестан плитки и Туркестан сливки, скажут, что они разные, для вас есть какая-то разница, да, конечно, в любом случае это разные поставки будут. Дальше идем. Очень монолитная структура, такая же, как и в плитках, в принципе, все описание, как в плитках, я бы по нему сказал. Он так же, как шоколад, откусывается очень-очень твердо, при этом практически моментально и сразу уходит в кашу. Так же, когда ешь шоколад, да, откусил вроде бы твердо, и тут же он начинает таять, да, в кашицу. Следующий момент по вкусу. Вот. Действительно, сколько много одинаковых сортов. Когда шипение какое-то. В общем, вот эти два сорта, Туркестан плитки и сливки, мне очень нравятся своей монолитной структурой, тем, что она очень такая гладкая, шикарная, ровная. Колется он на плитке. Вкус довольно классический. Полное описание как этой глины, так и других сортов. Оформить заказ вы можете в описании, в комментариях. Все ссылки, все описание там прикреплено. Нравятся они, конечно, одинаковые, старая и новая поставка. И давайте сравню с новой поставкой его, так как вдруг он, ну, допустим, тверже новая поставка, да? Ну, по цвету отличия, конечно, есть. Но по вкусу, по хрусту абсолютно одинаковые. То есть вкус идет у обоих классический, довольно быстро раскрывается. При откусывании практически сразу в кашицу. И из Туркестанов, если мы берем серый, он самый залипучий, он самый твердый, и он самый менее, который мне нравится, да. Потом идут плитки, и вот этот вот сорт, это у нас сливки. Даже название какое-то схожее, да?
Эти два сорта, они идут... Про эти два сорта буду говорить как про один, да? Они средней твердости, но выше средней твердости, я бы сказал. Залипание такое хорошее, у них сильное, но меньше, чем у серого. Ну и, конечно же, они более легко откусываются, чем серый. Приятное выражение вкуса, оно такое пыльное и очень насыщенное. Прям, я бы даже сказал, какое-то меловое немножко. И это без учета того, что я как бы мелок кушаю, именно когда откусываешь, это вот пыль, она прям вот так расходится сразу, и вкус очень отчетливый. Ну, чувствуется именно классический вкус глины, ну, такой пыльный вкус. Да, как более правильно и называть. Даже что-то я вот такое вот меловое, типа звездки, что-то почувствовал, если честно. Вот пробуй сейчас мел. Понимаю, я не от мела это почувствовал. Этот данный сорт мела, да, учитывая то, что у меня, ну, небольшая там крошка, какое-то залипание от глины было, готов ем, вкус мела просто нулевой, его вообще не чувствуешь. Также, что еще? Это был последний Туркестан. Я не буду с ним снимать ни шипение, потому что оно будет полностью аналогичное сорту Туркестан плитки. Вы можете зайти и посмотреть на канале шипение Туркестан плитки. Я не буду снимать колку, потому что она будет полностью идентичная Туркестан плитки, так как Туркестан сливки и плитки это для меня один и тот же сорт. Для кого-то, возможно, разный, для меня один и тот же. Я раньше как рассуждал, думал, сделаю для вас оригинальный ассортимент, там, да, в котором не будет аналогичных друг другу сортов. То есть, если у меня есть Туркестан плитки в наличии, то я убираю Туркестан сливки и говорю вам о том, что это два одинаковых сорта. То есть вы можете, хотели заказать, допустим, Туркестан сливки килограмм и Туркестан плитки килограмм. Закажите просто 2 килограмма плиток. Но, так как вы все-таки, многие говорите, что они разные, они не могут быть одинаковые. Если вы заказали у разных, у одного поставщика Туркестан плитки и сливки, они вам придут все равно либо из разных мест, либо из разных каких-то поставок, и они в любом случае будут отличаться. Но закажи вы вот так же, как я, допустим, заказываю, да, отличаются даже одни и те же поставки одного и того же Туркестана. И когда вы видите полностью аналогичную схожесть, и единственное различие это цвет немного расходится, но у меня в данном случае я сравнил его с плитками, у меня полностью все сошлось. Поэтому, опять же, смотрите сами. У меня в наличии находится все, а вот сзади у меня стол личных моих сортов, да, которые у меня там сорта и сушатся месяцами. Так как я именно люблю очень просушенные сорта, потому что они очень сильно раскрывают вкус, когда ты его раскусываешь. Вот это вот огромный клочок, так скажем, пыли, да, расходящийся при откусывании и при жевании, он дает очень сильное раскрытие вкуса. И также я к чему веду? У меня, допустим, в наличии более 100 сортов, допустим, мела, да, кускового, но личных моих сортов у меня там жирных, допустим, 12, потому что они действительно оригинальные, они с друг другом не схожи. Если схожи, то прям действительно минимально. Все остальные сорта у меня подразделены под них.
Точно так же и глины. То есть, допустим, я не буду класть себе два Туркестана. То есть, ну, в плане того, что сливки и плитки, да, вы ради себя можете заказать сами и сравнить. Только важный очень момент. Раз заказали, оставьте немного на следующую поставку, чтобы сравнение было более отчетливое, потому что, ну, с одной поставки вы не сможете сделать точное сравнение. Вкуснятина. Ну, не получилось, так не получилось, да? Ну, просто нижнейшая структура. Итак, важный момент. Все описание вы видите в описании ролика, либо в комментариях. Я его уже назвал. В плане, почему не снимаю СМР формат старого вида, да, допустим, с этим сортом и предыдущими. Потому что не такой любитель и ценитель глины, да, и Туркестан мне немножко поднадоел, поэтому снимать прям очень много видео, это уже становится монотонно, особенно учитывая то, что это все глина, ладно бы разная еще была. Туркестан плюс-минус одинаковый и немножко поднадоел. Но следующий будет Тунгыш-Тарас. Вы многие его ждали, и в следующем ролике будет уже он. Поэтому я с ним сниму обязательно. Ваш любимый формат это АСМР. Ну и, конечно же, описание будет. Поэтому всех буду ждать за заказами. Лайки с вас, просмотры. Ну и пишите, что бы вы еще хотели увидеть в ближайшее время. Скоро также будет ролик с огромной, громадной глыбой Юпитера. Это красная глина. Мне тоже очень понравилось. А я даже очень сильно рад, что Туркестаны наконец-то закончились. Я от них немножко, честно скажу, подустал. Не могу я столько кушать. Глины. В общем, спасибо за просмотр.